Армии были шокированы. Чингук сразу же сделал это. После того, как Атани обнял Таюна. Что же именно произошло на стадионе Доджер? Что повергло миллионы армий в шок? Что заставило их плакать и терзаться в догадках? Почему Чингук, золотой жест BTS, так неожиданно отреагировал, увидев, как подростки обнимаются с Атани, суперзвездой бейсбола? И может ли этот, на первый взгляд, простой жест раскрыть эмоции и правду, о которой фанаты давно подозревали, но так и не подтвердили? Эти вопросы сейчас доминируют в заголовках, заполоняют социальные сети и оставляют армии в водовороте эмоций. Ночь. 25 августа 2025 года навсегда запомнится как историческое столкновение культур. Лос-Анджелес Доджерс пригласили Кима Теуна, более известного в мире как Ви из BTS, сделать церемониальный первый бросок на стадионе Доджерс. То, что должно было стать символическим праздничным актом всемирной славы, мгновенно стало предметом споров, когда за безупречным броском Таюнга следовало объятие, которое взорвало интернет. Таюнг, одетый в майку Доджерс с 7-м номером и в повседневных, выцветших джинсах, покорял поле своим непринужденным обаянием. Его бросок левой рукой плавно и точно попал в перчатку кетчера, вызвав бурные аплодисменты, потрясшие трибуны. Болельщики закричали, засверкали камеры, и за считанные секунды хэштеги, восхваляющие этот момент, стали популярными по всему миру. Однако то, что последовало, изменило весь тон вечера, когда команда спускалась с горки. Атани, одна из величайших живых легенд бейсбола, приветствовал его широкой улыбкой. Камеры запечатлели каждую секунду, как Атани крепко обнял его. Объятие было таким коротким, но таким сильным, что вышло за рамки спорта и развлечения. Для обычного зрителя это было доброе проявление дружбы, уважения и культурного обмена. Но для армейцев и особенно для тех, кто знает сложную эмоциональную ткань, связывающую Тайона и Чингука, это стало искрой, которая зажгла огонь вопросов, слез и споров, которые не утихают до сих пор, потому что Чингук не молчал. Через несколько мгновений после того, как Теа обнял Атани, реакция Чингука, запечатленная целой серией видео, фотографий и свидетельств очевидцев, облетела весь мир. Его лицо, язык тела и немедленная реакция стали центром одного из самых эмоциональных фандомных споров года. Улыбнулся ли он? Вздрогнул ли? Зависть ли это? Гордость или что-то более глубокое? Что-то невысказанное, но неоспоримое. То, что Чингук сделал в эти мгновения, заставило фанатов усомниться во всем, что они, как им казалось, знали. Первый широко разошедшийся ролик показывает, как Чингук пристально наблюдает, не отрывая взгляда от Тайона, возвращающегося с горки. Его губы плотно сжаты, плечи напряглись, а затем неожиданное движение. Чингук, вместо того, чтобы хлопать или подбадривать, как ожидали многие, спокойно встал, поправил кепку и слегка отвернулся от камер. Некоторым это показалось сдержанностью, будто он борется с эмоциями, слишком сильными, чтобы проявлять их публично. Для других это показалось актом тонкого протеста, отказом делиться своими чувствами. В том же свете, что и Тиюн. Теории множились. Некоторые фанаты утверждали, что немедленный поступок Чингука, отвернувшись и собрав все воедино, был его способом контролировать эмоции, которые он не хотел показывать миру. Другие считали, что это была гордость, замаскированная под сдержанность, тихое признание того, что Тиюн сейчас сияет. Но самая эмоциональная интерпретация, которая довела армию до слез, заключалась в том, что реакция Чингука раскрыла уязвимую, незащищенную сторону его связи с Тайоном. Годами фанаты
размышляли о близости. Между ними часто видя смысл. В каждом взгляде, каждом взаимодействии, каждой улыбке. Для них это были не просто объятия между Тиюном и Атани. Это было испытание эмоций Чингука. И результат был написан на его лице. И здесь кроется суть спора. Что на самом деле чувствовал Чингук в тот момент? Гордился ли он Тихги гордостью за всемирное признание Тиюна? Или он боролся с бурей эмоций, о которой армии могли только догадываться? Была ли его мгновенная реакция естественной реакцией на масштаб события? Или это было нечто гораздо более личное? То, что фанаты давно подозревали, но никогда не осмеливались заявить прямо. Последующие события лишь усугубили тайну. Позже тем же вечером, когда участники BTS собрались за кадром, очевидцы утверждали, что Чингук был необычно тихим, держась в стороне, больше, чем обычно. Другие утверждали, что видели, как он тепло улыбнулся, когда Тайон вернулся к группе, слегка похлопав по плечу легкий жест поддержки, который резко контрастировался с сдержанностью, которую он демонстрировал на публике. Эти противоречивые свидетельства только подлили масло в огонь, подталкивая повествование к новым слоям домыслов. Но что, если реакция Чингука вовсе не была завистью? Что, если его немедленный поступок имел совсем другой смысл? Некоторые культурные критики предполагали, что Чингук, известный своей эмоциональной чувствительностью и глубокой преданностью участникам группы, был просто ошеломлен, увидев, как Тей так открыто обнимает такая монументальная фигура, как Атани. В этом прочтении его тихое отстранение было не протестом, а скорее осознанием, личным моментом размышления среди хаоса вспышек камер и ревущей толпы. Однако для армии слезы были естественными. Видеть, как Чингук сдерживает свои эмоции, одного лишь представления о сложности его реакции было достаточно, чтобы послать волну сочувствия по всему фандому, по всему миру. Они делились сообщениями утешения, восхищения и солидарности, превращая социальные сети в море эмоциональной поддержки как для Чингука, так и для Тайон. Что же на самом деле произошло на стадионе Доджер той ночью? Выдала ли мгновенная реакция Чингука скрытые эмоции, или это была просто естественная реакция человека, наблюдающего за тем, как его ближайший брат сияет в центре внимания? Правда, возможно, никогда не будет полностью раскрыта, но неоспоримо то эмоциональное влияние, которое оно оказало на миллионы. Первое. Очевидно, эти объятия Тайона и Атани были не просто объятием. Это был момент, который проверил на прочность связи, всколыхнул чувства и напомнил миру, почему BTS продолжают пленять сердце не только своей музыкой, но и глубиной своей человечности. И мгновенные действия Чингука, незаметные, но сейсмически сильные, гарантировали, что эта история запомнится не только как культурный кроссовер, но и как эмоциональная глава в саге BTS. По мере того, как буря домыслов продолжает кружиться вокруг событий на стадионе Доджер, становится все более очевидным, что повествование, построенное вокруг предполагаемой реакции Чингука на объятие ТС-шоу Атани, не основано на проверяемой правде. Хотя образ Чингука, наблюдающего со стороны, распространялся, пересказывался, замедлялся и эмоционально анализировался фанатами по всему миру. Нет никаких конкретных доказательств, подтверждающих более драматичные заявления, которые циркулируют. Слезы, теории и интерпретации могут отражать глубину эмоционального переживания армии, но они не обязательно отражают реальность произошедшего. При просмотре видео целиком Чингук не выглядит расстроенным или расстроенным. Он не уходит в знак протеста и не проявляет явных признаков ревности.
На самом деле, на необработанных кадрах. Запечатлен молодой человек, просто присутствующий на стадионе, за